Представьте себе такую сцену. На борт самолета Boeing 727 спокойно поднимается мужчина среднего возраста. Одет он в строгий костюм, на лице темные очки. В руках у него небольшой чемодан. В чемодане бомба. Через 6 часов этот человек исчезнет навсегда. Тысячи людей, включая лучших агентов ФБР, будут строить догадки. Кто это? Жив ли он? Мертв? И удалось ли ему потратить сотни тысяч долларов, которые он заработал на своей дерзкой операции? Как его звали? В кармане костюма у него лежит авиабилет. В графе имя пассажира написано Дэн Купер. Имя, конечно, фальшивое, но в историю он войдет именно под ним. Итак, 24 ноября 1971 года, американская глубинка, аэропорт Портленда, штат Орегон. Купер проходит в конец салона, заказывает себе бурбон и закуривает. Тогда еще было можно. Самолет взлетает. Через несколько минут после взлета человек в костюме достает из кармана записку. Он передает ее стюардессе. Та, не читая, кладет ее в карман. Думает, что мужчина хочет познакомиться, а на бумажке написал номер телефона. После недолгой паузы незнакомец наклоняется к ней. «Вам стоит это прочитать», — говорит он. «У меня бомба». Записка, кстати, не сохранилась. Угонщик забрал ее обратно. Стюардесса позже вспомнила, что написано там было примерно следующее: «Сядьте рядом со мной. В чемодане бомба. Я ее взорву». Женщина послушалась, присела рядом и попросила открыть чемодан. Внутри было 8 красных цилиндрических предметов, обмотанных проводами и подсоединенных к какому-то устройству. Никто так и не узнал, реально это бомба или хороший муляж, но стюардесса поверила. Незнакомец велел ей сходить в кабину к летчикам и передать им требования. Пусть в Сиэтле самолет дозаправят, а потом выдадут угонщику 4 рабочих парашюта и сумку с деньгами. 200 тысяч долларов мелкими купюрами. Сумма большая, но реалистичная. На современные деньги это 1,5 миллиона. Пока авиадиспетчеры связывались с полицией, в угнанном самолете все было спокойно. Незнакомец заказал еще одну порцию бурбона и стакан воды. За бурбон он заплатил наличными и даже попытался дать на чай. Он вообще вел себя миролюбиво и обходительно. Вторая стюардесса потом даже призналась, что он показался ей очень интересным мужчиной. Пока Купер очаровывал стюардесс, на земле царила паника, но не очень сильная. Захваты самолетов в Америке того времени случались довольно часто. По тогдашним правилам багаж почти не досматривался, а личные вещи пассажиров вообще не трогали. В 1972, всего через год после Купера, в США случилась 31 попытка угона. Пока самолет летел в Сиэтл, местная полиция связалась с ФБР. Вопрос стоял так: у захватчика 40 заложников и что-то очень похожее на бомбу. Взять самолет штурмом без жертв невозможно. Было принято решение деньги и парашюты выдать в обмен на заложников. 200 тысяч привезли из ближайших банков. Часть серийных номеров успели переписать, но на все купюры просто не хватило времени. Захваченный самолет к тому моменту уже 2 часа кружил над аэропортом Сиэтла. Пассажирам объявили, что на земле произошла какая-то накладка. Они пока ни о чем не догадывались. Купер общался с ФБР через пилотов, посылая к ним стюардесс. Одна из них потом говорила, что Купер, судя по всему, хорошо знал местную географию, например, с воздуха узнал город Такома и упоминал о ближайших военных базах. От парашютов с этих баз, которые ему предложили, он отказался и потребовал обычные гражданские. В 17:30 захваченный Боинг приземлился в Сиэтле. Купер потребовал сесть на самой дальней полосе и погасить в салоне свет. Только тут пассажиры начали что-то подозревать. Но все прошло гладко. Опустился задний трап, Куперу передали парашюты и сумку с долларами. И он действительно всех отпустил. На борту остались только пилоты, борт-инженер и одна из 3 стюардесс. Та, которая посчитала его симпатичным. ФБРовцы не очень понимали, что угонщик собирается делать дальше. Он потребовал лететь в Мексику, а когда выяснилось, что топлива на это не хватит, в Неваду для следующей дозаправки. Шансы на это, прямо скажем, были низкие. В воздухе военные самолеты. В Неваде ждет готовый к штурму спецназ. В кризисном штабе облегченно выдыхают. Угонщик, оказывается, дурак. Как оказалось, выдыхают рано. Самолет взлетает в 19:40. За ним в слепой зоне следуют 2 боевых истребителя. Купер осматривает парашюты.
Идея выдать ему фальшивые или бракованные, конечно, на совещаниях звучала. Но он попросил 4, и ФБРовцы решили, что он, возможно, собирается прыгать вместе с заложниками. Так что парашюты были настоящие. С одной маленькой оговоркой, о которой надо будет сказать чуть позже. Проверив парашюты, Купер задал главный вопрос. Скажите, друзья, а вот этот удобный задний трап в хвосте самолета, он как открывается? Получив через стюардессу все нужные инструкции, угонщик отправляет ее в кабину к пилотам и велит запереть за собой дверь. Самолет тем временем направляется в Рино, штат Невада, где его уже ждут. Сумерки, погода просто отвратительная. Боинг летит прямо через грозу. В кабине пилотов загорается сигнальная лампочка. Кормовой трап опущен. Самолет вибрирует, падает давление. Примерно в 20:13 таинственный захватчик выпрыгивает в полную темноту с деньгами и бомбой. Больше человека, называвшего себя Дэном Купером, никто и никогда не видел. Самолет приземлился в Рино через 2 часа. Полиция и ФБРовцы обыскали салон сверху донизу. Купер действительно исчез. 2 парашюта он оставил. В результате обыска был найден черный галстук, зажим для галстука и 8 окурков. Пилоты истребителей, следивших за угнанным бортом, прыжок Купера пропустили. В вероятный район его приземления отправили поисковые группы. И оказалось, что этот район просто гигантский. Самолет летел с разной скоростью. Точное время прыжка было под вопросом. Получался разброс в 100 километров. Считается, что он выпрыгнул над рекой Льюис, неподалеку от города Портленд. Леса и берега там прочесывали так активно, что нашли несколько неопознанных тел и труп девушки, пропавшей без вести за несколько недель до инцидента. Но никаких следов Купера не обнаружили. История тем временем гремела на всю страну. Именно тогда, благодаря журналистам, Дэн Купер превращается в Ди-Би Купера. Полиция, проверяя подозреваемых, провела беседу с неким Ди-Би Купером из штата Орегон. Никаких доказательств у полицейских не было, просто имя совпадало. В таком виде оно и попало в газеты, благодаря журналистской лени и тяге к сенсациям. По показаниям стюардесс и заложников составили фоторобот. Все, кто видел угонщика, говорят, что фоторобот действительно очень на него похож. Но найти Купера это не помогло. Через 3 недели после угона в редакцию газеты «Лос-Анджелес Таймс» приходит письмо, которое начинается так: «Не считайте меня современным Робин Гудом. К несчастью, мне осталось жить лишь 14 месяцев. Угон самолета был для меня самым быстрым и выгодным способом обеспечить последние дни своей жизни. Мнимый угонщик или настоящий, этого никто не знает, сообщает, что преступник он непрофессиональный. Ничего романтического в таком заработке не видит и повторять свой опыт не собирается. Правда это или чья-то шутка, непонятно». Вскоре в ту же редакцию приходит еще несколько писем, явно составленных разными людьми. Ситуацию это никак не проясняет. Публика продолжает гадать, что все-таки стало с Купером. Смог ли он пережить прыжок? Всплыли ли деньги с переписанными серийными номерами? Было ли это безупречное преступление? Или он все-таки ошибся? Возможно, я ошибся. Начнем с недочета, который, возможно, стоил Куперу жизни. Из 4 полученных парашютов он забрал 2. Один из них был очень старым, а второй вообще был муляжом. Полицейские прихватили его в спешке и неразберихе. Получается, что Купер совсем не разбирался в парашютах. На муляже были маркировки, которые понял бы любой парашютист. То есть в ночное грозовое небо Купер прыгнул с очень небольшими шансами на выживание. Дальше надо вспомнить сами погодные условия и регион приземления. Профессиональные парашютисты почти сразу заявили, что прыгать с такой высоты в таких условиях и в такой одежде – самоубийство. Купера ждало переохлаждение, неожиданные порывы ветра, ужасная видимость. Внизу река и лес. Чтобы приземлиться в таких условиях и остаться целым, требовалось быть не только мастером спорта, но и очень везучим человеком. Друзья,
На улице стремительно теплеет, и скоро в магазинах и на маркетплейсах появится новый номер чтива, с обложки которого мы прямо призываем вас отправиться в отпуск. Номер этот полностью посвящен путешествиям. Главным героем этого выпуска стал Гарик Харламов. Мы поговорили с ним о том, как самый ленивый человек в российском шоу-бизнесе объехал с концертами весь мир. Внутри номера большой материал, который расскажет, как набраться впечатлений, не покидая Россию. Мы подготовили гид по невероятным местам, которые часто остаются за страницами популярных путеводителей. Там северное сияние, окаменевшие великаны и памятник, который открывал российский император. Кроме того, мы выяснили, какие удивительные твари жили на краю Земли, по мнению древних путешественников. Мы вспомнили, каким был золотой век дирижаблей и почему он продлился так недолго. И даже переложили на карту путешествия литературных героев от Одиссея до монаха из китайского эпоса «Путешествие на Запад». Друзья, ссылку на предзаказ нового номера оставил в описании, ну а мы, собственно, возвращаемся к выпуску. В 1980 году, через 9 лет после прыжка, 8-летний мальчик гулял с родителями на берегу реки Колумбия, неподалеку от города Ванкувер. Копаясь в прибрежном песке, ребенок обнаружил 3 пакета. В каждом лежала денежная пачка. Серийные номера купюр совпадали с теми, которые полицейские когда-то собрали для передачи Куперу. В реку Колумбия впадала речка Льюис, над которой пролетал захваченный самолет. Казалось бы, разгадка проста. Купер погиб, тело упало в реку, а деньги прибило к берегу, где они и лежали 9 лет. Но была одна интересная деталь. В 2 из 3 пачек, перевязанных резинками, было по 100 купюр. А в 3-й только 90. Ровно 10 купюр пропало. Мало того, после лабораторных исследований выяснилось, что деньги могли побывать в воде только весной. Именно весной, а не зимой или осенью. Это определили по остаткам водорослей. То есть в воду купюры попали через 4 месяца после знаменитого прыжка. И известны слова следователя, изучавшего новые доказательства. Купер продолжает над нами издеваться. К слову, ни одна из купюр с переписанными ФБР номерами никогда больше не появлялась в обороте. Не меньше вопросов осталось насчет личности Купера. Есть косвенные причины предполагать, что он не был американцем. Псевдоним, который он выбрал, взят из франко-бельгийского комикса. Главный герой там – пилот ВВС Канады, а сам комикс никогда не переводился на английский. Одна из стюардесс отмечала, что в разговоре Купер использовал странные обороты, как будто английский для него не был родным. Самая вероятная версия – это что Купер был франкоговорящим канадцем. Собирались проводить и тесты ДНК, но 8 окурков, найденных в самолете, таинственно пропали из материалов дела. На галстуке, предположительно принадлежавшем Куперу, в 2017 году были найдены частицы стронция и титана. В 70-е доступ к этим материалам имели разве что инженеры. Есть даже версия, что Купер и был авиаинженером. Это объяснило бы хорошее знание работы аэропорта и идеальный выбор самолета. Он купил билет именно на Боинг с задним трапом, удобным для парашютного прыжка. С другой стороны, тогда почему он так плохо разбирался в парашютах? Кстати, про парашюты. После того, как Купер отказался от военных вариантов, полицейским пришлось в спешке искать гражданские. Их нашли в местной парашютной школе. Так вот, в 2013-м владельца этой школы нашли мертвым в собственном доме. У него была пробита голова. Все еще раз вспомнили Купера, но полиция утверждает, что это обычное ограбление. Конспирологов это, конечно, не останавливает. У них есть сразу несколько версий. Например, что Купер был конструктором, работавшим над секретными самолетами. Или что он был секретным агентом, потому что носил темные очки. Или инопланетянином. Отсюда странности в речи. Как бы то ни было, 24 ноября 1971 года Ди.Би. Купер прыгнул прямо в легенду. Поскольку чудес обычно не бывает, вероятнее всего, где-то в глухом лесу до сих пор висит на парашютных стропах скелет, а рядом с ним сумка с деньгами. Но это же не интересно. Людям хочется верить, что таинственный угонщик легко коснулся земли, отцепил парашют, поправил свой безупречный костюм и ушел в ночь, что-то насвистывая. Сейчас ему могло бы быть за 90, и если он жив,
кто смотрит на ютубе разные видео про тайну Ди.Би. Купера и смеется. Кстати, фамилия, да и в целом образ Купера могут показаться смутно знакомыми. Помните 1989 год? Странный мужчина в строгом черном костюме наговаривает что-то в диктофон, въезжая в маленький городок под названием Твин Пикс. Его зовут Ди.Би. Купер, агент Дейл Бартоломью Купер. И теперь вы знаете, почему его зовут именно так.